Конечная точка легендарной Транссибирской магистрали, что проходит через всю Россию. Его острова считают символом свободы и счастья, а сам город называют дальневосточной Ниццей и вторым Сан-Франциско. Всем привет, с вами Ян Буян, и я приехала в столицу Приморья, Владивосток. Владивосток 2021. Город сопок и воинской славы. Горло ударила волна эта. Здесь легко можно начифанькаться, что бы это ни значило. Чифанькать. И прочувствовать скорость города, где родился российский дрифт. А еще попробовать съесть что-то странное. Пахнет сырой креветкой. Но главное, чтобы не съели тебя. Кажется, что они такие агрессивные, прям вот зло смотрят на тебя. Приготовьтесь удивляться. Путешествие по городу, который называют морскими воротами нашей страны в Тихом океане, начинается. Начать знакомство с городом я решила на месте, где возвышается один из его символов – Токаревский маяк. И это визитная карточка Владивостока. Маяк, кстати, действующий. На него ориентируются капитаны судов. А туристы, такие как я, его просто фотографируют. Красивый же! Кстати, о красоте. Спешу на одну из лучших смотровых Владивостока. Но, увы, неприятный сюрприз. Проход на площадку временно закрыт. Ну ничего страшного. Отсюда тоже открывается неплохой вид на мост. А еще мы договорились встретиться здесь с гидом. И я надеюсь, что Артур сейчас мне поможет. Привет, Привет, я Артур, очень приятно. Давно закрыли? Закрыли буквально 3 месяца назад, но я нашел обходной путь. Погнали, покажу. Погнали! Вот он, красавец, мечта футурологов, Золотой вантовый мост. Назвали его так не потому, что его строительство вылилось в копеечку. Просто он проходит через бухту Золотой Рог. Спасибо Артуру, это, пожалуй, лучший вид на мост. Пора увидеть то, чем особенно славится Владивосток. Это набережные. В городе их 4. А не прошвырнуться ли нам, как говорят местные, по напке? Напка – это такое сокращенное название от слова «набережная». Наверное, так можно обозвать все. Но в головах жителей, если мы скажем слово «напка», всплывет именно эта набережная спортивной гавани. Кстати, здесь когда-то были купальни. Эту набережную называли берегом здоровья. А вот главная напка как была корабельной, так и осталась. Мы в самом центре города на корабельной набережной. И, как понятно из названия, тут множество разных судов. Каждый либо памятник, либо музей. Даже можно встретить боевые корабли. Их можно бесконечно разглядывать, но пришла я сюда по другой причине. На часах без 5:12, и совсем скоро, ровно в полдень, случится то самое нужное мне событие. Ничего себе! У меня аж горло, мне кажется, в горло ударила волна эта. В Москве 5 часов. Доброе утро! Просыпаемся, друзья! Проснулись? Тогда мы еще немного пошумим. Памятник подводникам, тихоокеанцам. Про него есть интересная одна история. Раньше в колокол мог позвонить каждый желающий и якобы таким образом отдать свою честь и славу в память о подводниках. Ну и никто не додумался тогда о том, что напротив этого памятника стоит штаб Тихоокеанского флота. И когда сюда привозили толпы китайских туристов, каждый, конечно же, желал со всей силы мочкануть в этот колокол, чтобы раздался громкий звон. Ну и потом со штаба Тихоокеанского флота пришли и веревочку, наверное, сняли. Но колокол до сих пор звенит, можешь попробовать дернуть его. А туда можно? Ну, заступать-то, наверное, конечно, нельзя. можно. Я со своим ростом, конечно, достану. Тогда я за тебя. Ну вот так. А представляешь, когда была веревочка, и все стояли бесконечно дергали. Вот ужасно. Вот мы и добрались до истоков. А это что за корабль? Вообще это парус, наполненный ветром. Символизирует это место, ту точку, куда причалило судно в 1860. И здесь был основан город Владивосток. Вот на этом месте? Та-дам! Прямо здесь, да. Я долго готовила это большое путешествие по Дальнему Востоку. Камчатка, Владивосток, Сахалин. Сами понимаете, подобрать удобные выгодные билеты на самолет или поезд, найти хорошие недорогие отели,
продумать передвижение внутри региона. Этот квест сам по себе может отбить желание отправиться в путь. Но я упростила себе жизнь и даже получила удовольствие от процесса поиска, поскольку воспользовалась сервисом Яндекс.Путешествия. Здесь можно сравнивать цены на разных площадках, чтобы выбрать самый выгодный и удобный вариант. Это предельно просто. Я зашла на страничку Яндекс.Путешествия, открыла вкладку «Отели», выбрала город Владивосток и указала даты поездки. Мне предложили почти 700 вариантов с ценами, отзывами, фотографиями и картой, на которые можно оперативно посмотреть размещение. Именно здесь я забронировала отель, который идеально подошел для моего путешествия. А если у вас подписка Яндекс Плюс, вы получите отличный кэшбэк. Для этого в фильтре надо выбрать «Оплата на Яндекс.Путешествиях», и вы увидите отели, которые проходят по этой категории. Размер кэшбэка 10% от стоимости бронирования. Начисляется он в баллах в течение 5 дней после того, как вы покинули отель. Максимальный кэшбэк 3000 баллов. 1 балл – это 1 рубль. А заработанные баллы вы вольны тратить как угодно. В Яндекс.Драйве или на такси, на заказы в лавке или еде. Можете воспользоваться ими на Яндекс.Заправках или порадовать себя билетами в кино или театр. В общем, бронируйте отели, копите баллы и наслаждайтесь жизнью. В описании вы найдете ссылку с подробностями акции. На Владивосток можно смотреть бесконечно. И вот еще один красивый ракурс. Вот еще одна смотровая площадка, откуда открывается просто потрясающий вид на город. И в народе ее называют очень просто и интересно. Сиська! Ну вы же понимаете, почему, да? Площадка расположена на сопке Монастырской, а белый шар – это радиопрозрачное укрытие ПВО. Правда, оборудования тут уже давно нет, зато звук потрясающий. А если встать в центр, то можно почувствовать себя звездой. Акустический эффект. We are the champions. Именно с этой смотровой площадки открывается вид на Русский мост и 3 бухты – Патрокол, Улис и Тихая. Но что-то мы загулялись, подкрепиться пора. Артур ведет в какую-то китайскую забегаловку – Чифаньку. Я, как местный или любой другой, мы называем эти места Чифанька. Откуда там взялось или началось, это сложно сказать, но я думаю, что так чифанить значит по-китайски кушать, может быть, как-то неопрятно. Вообще у них есть такая традиция, пока кушаешь, мусорить на пол, может быть, от этого как-то пошло. Время чифанькать. Чифанькать. Чифанькать, чифунькать. Чифунькать, чифанькать. Надо запомнить это слово, и теперь я думаю, что оно будет у меня любимое. Приятно удивляет молниеносное обслуживание. Блюда красивые и необычные, и, как оказалось, вкусные. И как вы видите, порции здесь не маленькие. Хорошо, что это все на троих. Пробуем. Почифанькали мы знатно. Теперь на уникальный стеклянный пляж. Пляж этот появился из-за свалки. Сюда привозили десятки тонн бутылок, и море превратило их в гладкие маленькие стекляшки. Но как-то не хочется об этом думать. Я очень хотела попасть на стеклянный пляж, но местные мне говорили: зачем тебе это нужно, тебя здесь ждет разочарование. И вы знаете, похоже, они были правы. Стеклянные камни здесь действительно есть. Они вот такого вот размера, полупрозрачные. Они выглядят, конечно, очень некрасиво, потому что пыльные. И смотрится это ужасно. Красивые фотографии можно сделать только около воды, когда стекляшки чистые. Ну, в общем, место распиаренное. Поехали отсюда. Я бы даже сказала, не поехали, а помчались. Пришло время прочувствовать настоящую скорость. Родиной дрифта считается Япония. Именно там нелегальные уличные гонки носили массовый характер. А родина русского дрифта – это Владивосток, потому что здесь можно покататься на праворуких японских автомобилях. Да-да, и все со Зминки начиналось. Поехали. Поехали. Ну ладно, готовимся. За что держаться? Вот за ручку За тебе ручку? хватит, ты будешь в сиденье держаться нормально. Че, готова? Поехали! Круто! И не страшно же? А? И не страшно же? Ну, нет, не страшно. Так немножко сердце замирает.
Сука, руки так трясутся. Получается, что одна вот резина на один раз, Ну, нам вот этой резины хватит раза на 4. а до этого ты ее не использовал. Она такая, ну, наполовину бэушная. Новой резины хватит на 8 проездов. Расходный материал какой. Очень весело, но все-таки страшновато. Давай, сейчас еще быстрее попробуем. Не, круто вообще. Это зрелищно и, наверное, небезопасно. Но ощущения непередаваемые. Правда, автомобильная резина вряд ли со мной согласится. Вот что осталось от колеса. Это лоскутки шин, обрывки шин. После такого экстремального приключения меня не остановить. Отправляюсь на некогда закрытый остров, который сегодня известен во всем мире. И называется он Русский. Кстати, я читала, что до строительства русского моста на остров Русский можно было добраться только на пароме. Но каждой зимой возникали проблемы. Вода покрывалась толстой коркой льда, которую бывало не могли преодолеть пассажирские судна. Поэтому остров иногда оставался отрезанным от материка. Когда возвели мост, который также назвали Русским, поток туристов и местных сюда не иссякает. На острове Русский столько интересного, что только и успевай записывать сторис. И, кстати, подписывайтесь на мой инстаграм, там всегда путешествия в режиме реального времени. Здесь на Русском находится сразу несколько фортов и батарей Владивостокской крепости, одной из старейших и уникальных объектов. Предлагаю посмотреть одно из оборонительных сооружений. Артур, на какое мы пришли? Мы пришли на Новосильцевскую батарею. Конечно, она совмещает в себе изумительный вид на мост, пушки, и где можно по правде ощутить всю мощь этой батареи. Вообще, это довольно важный стратегический объект, потому что она охраняет вход в город Владивосток. То есть мост построен над проливом Босфор-Восточный, а пролив Босфор-Восточный – это своеобразные ворота на входе в город. А это реальные пушки? Да, пушки были такие же, но оригинальные пушки, которые стояли здесь со времен постройки, в 1914 году были отправлены на Западный фронт на Первую мировую войну. И пушки, которые мы видим сейчас, уже после решения восстановить, отреставрировать крепость, собирались по сусекам, так как говорят. Еще в 1915 году крепость признали одной из лучших в мире. Хотя на первый взгляд она самая обыкновенная. Дело в ее многочисленных подземных переходах. Это просто факт, но и есть легенды. Если ты присмотришься, то на островке видно небольшую серую полосочку в левой его части. Это заброшенная казарма. И по легендам, неподтвержденным, но все мы в них охотно верим, там когда-то была женская тюрьма. А это значит что? Алькатрас, Золотой мост, сопки есть. Привет, Сан-Франциско, да? Сан-Франциско и Владивосток роднит еще и любовь к морепродуктам. Это же отель какой-то. Нет, мы приехали на ферму, где выращивают самые главные вкусности Владивостока, а именно гребешок, устрицу, мидию и никому трепанг. Самое дорогое, что можно придумать. Трепанг. Только тихо. Кто бы подумал, что в этом здании располагается устричная ферма. Хотя здесь лишь маленькая ее часть. Основное пространство для выращивания морепродуктов в море. Место, где мы храним морепродукты при температуре 4-6 градусов постоянно. Все это нужно для того, чтобы нам была возможность отправить наши морепродукты в московские и питерские рестораны, так как все-таки у нас температуры высокие, плюс расстояние тоже достаточно большое. Поэтому мы будем именно использовать придержку. Здесь абсолютно холодная вода, 4-6 градусов. Это позволяет, конечно, соленая, абсолютно в пресной воде они жить не могут. Это позволяет им впадать в стадию анабиоза, то есть они спят, у них замедляются естественные процессы, и потом они спокойно переносят перевозку. Как для нас анестезия своеобразная. Бассейн для морских гребешков. В Владивостоке их просто боготворят. А сколько в год вы производите гребешка? 6 тонн. Ничего себе. Интересно, какое это существо на ощупь? Это гребешок приморский, очень важно. У него здесь два одинаковых ушка.
Это как раз таки позволяет его отличить. У него около 23 ребер. Есть еще гребешок японский. У него одно ушко будет намного длиннее, чем другое. То есть асимметрия своеобразная, он будет меньше по размерам. Хочется увидеть и главный мировой деликатес – устрицы. Устрицу мы выращиваем абсолютно в заводских условиях. То есть нам достают таких производителей, и мы производим нерест уже непосредственно у себя в специальных вот таких оборудованных ваннах. Нерест происходит, есть самки, есть самцы. Но как раз-таки устрицы, они являются гермафродитами, то есть они меняют пол в течение своей жизни. Вначале они самцы, а затем меняют свой пол уже на самку. Да, такие вот своеобразные особи. Гребешки, устрицы, но где обещанные трепанги? А это вот всеми любимые на Дальнем Востоке морские огурцы, или еще их называют дальневосточные трепанги. Можно потрогать? Можно потрогать, можно подержать. Какие они скользкие. А вот они, кстати, и выпускают жидкость. На самом деле в трепанге полезно абсолютно все. Китайцы его очень ценят, и мы его тоже безумно ценим, потому что все в трепанге полезно. А в чем он полезен? Он полезен тем, что он помогает людям, у которых есть проблемы с желудочно-кишечным трактом, то есть помогает лечить язвы. Вот, у кого гастрит, тоже помогает. Все это очень интересно, но морепродукты выращивают не для того, чтобы им любоваться. Их едят. Трепангов я еще никогда не пробовала. И справляюсь. Но сначала гребешков. Живой. Я не могу это есть. Пахнет сырой креветкой. Вы меня, конечно, извините, я столько раз слышала, что гребешок вкусный, именно сырой. Но почему-то я не могу это есть. Ладно. Я знаю, что меня вот сейчас прям хейтят меня, что гребешок обалденный, как-то не смогла я его съесть. Извините. Так, ладно, пробуем другое блюдо. 5-минутку трепанга. Еще одно испытание. Пахнет чесночком, уже плюс. Но может быть за счет того, что он в соевом соусе с чесноком, он неплохой. Как будто вот желейный, его жуешь, и как будто вот из желе что-то. Ну, вкус трепанга я не чувствую совсем. Не могу сказать, какой он на вкус. Только чеснок и соевый соус чувствую. Ну, это еще съесть можно. Тем более, говорят, это очень полезно для желудка. Это был необычный опыт, но не уверена, что решусь на него снова. В любом случае, сил набралась, а значит, могу отправиться на самую южную точку острова Русский – мыс Табизина. Тут, на мысе Табизина, удивительная природа. Особенно радуют глаз живописные скалы. За миллионы лет ветер придал им самые невероятные формы. И, кстати, по срезам скал специалисты изучали историю появления Приморья. Когда-то на острове стоял очень красивый маяк, но постепенно он пришел в запустение. И однажды, во время шторма, его смыло в море. Ну вот он, дошли. Край земли русской. Дальше ничего нет. В том направлении Северная Корея, в том Япония, ближе, чем Хабаровск. Вице-адмирал Иван Табызин, в честь которого назван мыс, жил во второй половине 19 века. Награжден за храбрость. Может, именно поэтому сюда на мыс приезжают современные смельчаки. Свои силы они пробуют в прыжках со скалы. Здесь бассейн, 11-метровка, 9, 6, 4. Я как будто в детство окунулась. Давайте! Зага, только ты не прыгай. Вы прыгали отсюда? Ну, я прыгал со скалы, когда там была, с площадок я прыгал. Природа тут потрясающая. Так что неудивительно, что остров Русский стал одним из символов Владивостока. Как и амурский тигр, фигурами которого просто усеян весь город. Скульптуры скульптурами, но посмотреть на живых тигров гораздо интереснее. Поэтому я отправляюсь в один из питомников Владивостока, где, как говорят, пытаются сохранить популяцию тигров. Билет стоит 1000 рублей, и за 200 рублей можно купить вот такое ведерко, чтобы покормить животных. Если честно, пока мне все это напоминает
зоопарк. Но не буду торопиться с выводами. Вроде бы здесь должны заниматься именно сохранением популяции тигров, спасением медведей. Я думаю, что нужно найти какого-нибудь работника и пытать его, чтобы он рассказал вообще, что здесь происходит. Ну, пока покормить мишек. Здравствуйте, Добрый день, меня Яна зовут. Виктор, директор парка, очень приятно. Ой, очень приятно. Мне просто интересно, а чем отличается ваш парк, допустим, от того же самого зоопарка? Здесь нет тесных клеток, здесь совсем другая история. Мы немножко о другом. Наш парк – это больше о помощи животным, нежели экспонирование их содержания. Потому что практически все жители нашего парка – это те животные, которые когда-то оказались в трудной жизненной ситуации. Как они к вам потом попадали? Все животные именно львиного семейства у нас это те, кто жили раньше в контактных зоопарках, передвижных цирках, у частных лиц. То есть люди, допустим, заводили себе домой ради хайпа какого-то, ради того, чтобы показаться крутым, статусным и все такое. Да, вот вы понимаете, о чем я говорю. А потом, когда львенку исполнялось 8-10 месяцев, они говорят, как ненужные такие перчатки их. Либо заберете, либо мы их усыпим. Надеюсь, когда-нибудь не будет необходимости в особых местах для спасения животных. А еще исчезнут зоопарки, дельфинарии, цирки. Уверена, животные должны быть свободны и счастливы. А вы как считаете? Напишите в комментариях. А какая самая такая животрепещущая история о вашем питомце? Знаете, наверное, каждая история по-своему животрепещущая. Тигрицу мы выкупили из передвижного цирка, она содержалась в подвале. У нее были отгнившие половина зубов, хотя для тигренка 3-месячного это вообще не свойственно, так не должно быть. Она не могла ходить, приехала к нам с вывихом бедренного сустава, тазобедренного сустава, и просто каждый шаг ей давался с ужасной болью. И сейчас вот вспоминаю, конечно, это было очень страшно. Но сейчас вот тигрице уже 3 года, и благо она поправилась. Сейчас она уже бегает, играет. Мы, кстати, сейчас ее посмотрим. Так что все животные, которые живут у нас в парке, они вот со своей сложной судьбой. А вы выпускаете животных потом на волю? Мы выпускаем на волю только с разрешения определенных органов, которые специализируются на реинтродукции. И также запрашиваем у охотничьего надзора, разрешат ли они нам выпустить то или иное животное. Но чаще всего мы выпускаем это птицы хищные, потому что то, что у нас родилось в парке, да, там тигрята, допустим, или львята, мы не имеем права их выпустить. А как вообще, с чего началось развитие вашего парка? Какое первое животное появилось? С приюта медведей, где первой самой особью, кто здесь жил, это была медведица Маша, ей больше 15 лет. Вот медведица тоже всю свою жизнь жила на придорожном кафе. И медведь Потап, который приехал к нам из передвижного цирка. Он настолько жил в плохих условиях, что он был привязан цепью к шее, и эта цепь вросла ему в кожу. То есть нам приходилось рассекать кожу, чтобы просто убрать цепь. Она там гнила, это было очень все страшно. Здесь есть и верблюды. Привезли этих животных, которые выдерживают очень низкие температуры, из Монголии. Спасать их, правда, не было необходимости. Чего не скажешь о царях зверей. Давайте мы с вами поднимемся на мост к нашим львам. Это одно из ключевых мест нашего парка, где больше всего интересно нашим посетителям. Но львы же, они могут перепрыгнуть, там очень маленькое расстояние. На самом деле, много людей об этом спрашивает. Это для нас с вами визуально кажется, что мост близко, вольер близко, лежаки львов тоже близко. Но на самом деле все сделано так, чтобы обеспечить вам безопасность. Кажется, что они такие агрессивные, прям вот зло смотрят на тебя. Вот, допустим, вот этот вот вожак стаи. На самом деле это не вожак прайда нашего, это Симба, это второстепенный самец. И у него очень добрый взгляд. Каждый лев у нас очень трудной судьбой, и все они выращены нами. Все они вскормлены нами, все они вылечены нами. И с большой любовью они относятся к сотрудникам, ко мне. То есть я могу свободно зайти к ним, обработать, допустим, какую-то царапину или просто зайти пообниматься. Львы здесь необычные, белые. По миру их всего 300 особей. Выжить в дикой природе им непросто. С таким окрасом особо не спрячешься. Вот сейчас мы видим Луну, там ее сестра Тая, и там львица Сирона, тоже белая, катается. Луна у нас самая белая
из нашей семьи, то есть, вы видите, она прям практически белоснежная. Она белая на белом. Вот. Луна к нам приехала из-за границы вместе со своей сестрой Таей. Ну а где же легендарные амурские тигры? В данном вольере находится 2 тигрицы и 1 самец. Ну, еще 2 малышей, которые родилось их 4, но мы 2 тигряточек забрали к себе в дом, потому что им мама стала уделять маловато внимания. Виктор разрешает взять малыша на руки. Зайка. Тихо. Ой. Тихо. Ой, ты какая прелесть. Вот он, символ Приморского края. Покажись, какая ты прелесть. Все-таки Владивосток – удивительный город. Здесь и амурские тигры, и самые разнообразные морепродукты, и японские праворульные иномарки, и бескрайнее море. Так что каждый в нем найдет свои плюсы и очарования. Те, кто побывал здесь, признаются, Владивосток украл частицу их сердца. И действительно, как можно остаться равнодушным к этому морю, величественным сопкам и духу свободы, которым пронизаны здешние ветра? С вами был канал Ямбуян. Подписывайтесь, если еще не сделали этого, ставьте лайки и комментируйте. Не забудьте нажать колокольчик, следующее видео уже через неделю. Пока-пока!